Когда в холодильнике только перец и яйца, я просто добавляю сыр и делаю вид, что так и планировала. Давайте сегодня приготовим уютный летний завтрак из того, что найдется у вас под рукой. В миску разбиваем яйца. Добавляем к яйцам пару ложек молока. Да-да, те же продукты, но давайте покажу, как из них сделать не скучный завтрак, а что-то реально стоящее. Немного шнит лука, просто потому что без зелени грустно, а с ней сразу завтрак как из кафе. Небольшая щепотка соли по вкусу. И черный молотый перец тоже по вкусу. Пол чайной ложки паприки, чтобы было красиво. И столько же орегано, чтобы все подумали, что я прямо повар. Без пармезана ну никак, он дает ту самую сливочную нотку, которую я просто обожаю. Натираю немного прямо в миску. Все хорошенько перемешиваем. И пока я мешаю, не забудьте подписаться на канал и написать, из какой вы страны. Мне всегда интересно, откуда вы смотрите. Разогреваем сковородку, капаю немного оливкового масла, просто чтобы ничего не прилипало. И разрезаю болгарский перец пополам. Просто убираем все лишнее внутри. Нам нужны чистые половинки без семян. Перец беру разного цвета, так завтрак получится ярким и красивым. Сковородка нагрелась, отправляю туда наши лодочки из перца, устраиваем их поудобнее, как на завтрак в отеле. Заливаю омлет в каждую половинку. Вот так, не спешим, пусть яичная смесь аккуратно распределится. Я беру несколько черри и просто разрезаю пополам. По 2 черри в каждую лодочку. Получится очень вкусно и очень сочно. Ну правда красиво. Вливаю в сковородку пару ложек воды, совсем чуть-чуть, чтобы все пропарилось. Накрываю крышкой и готовлю примерно 10-12 минут на среднем огне. За это время омлет схватится, а перец станет мягким, но не развалится. А пока все готовится, натрите немного сыра. У меня сегодня моцарелла, но подойдет любой, который хорошо плавится. Проверяем. Идеально, омлет готов. И теперь щедрая горсть сыра прямо сверху. Обожаю этот момент. Не забудьте сохранить это видео, пригодится, когда в холодильнике снова только перец, сыр и яйца. Спасибо, что готовите со мной, друзья. Ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка. Если не хотите возиться, накройте крышкой, и сыр спокойно расплавится. А если хочется ту самую золотистую аппетитную корочку, отправьте под гриль на 5 минут, оно того стоит. Все готово? Посмотрите на эту сырную корочку. Золотистая, пузырится, пахнет божественно. Перекладываю аккуратно на тарелку, и уже хочется просто съесть, не разрезая, но я покажу, что внутри. Это невероятно вкусно. Спасибо, что готовили со мной. Поделитесь этим видео с тем, кто говорит, что из ничего не приготовить. Мы им покажем.